Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня будет видео из рубрики «Готовые работы», но и также это видео будет как бы заявочка на участие в марафоне. Я хочу заявить, что буду участвовать в 2 марафонах. Первый марафон это Амигуруми Бум. Организатор Наталья с канала «Вязание с любовью». Я, конечно же, оставлю ссылочку на организатора. Данный марафон будет проходить 2 месяца. Я, конечно, долго думала, вступать мне в этот марафон или нет, так как, ну, я не столько много вяжу игрушек, но так как у меня появился сейчас как бы такой заказ на маленькие игрушки, и, в принципе, я в последнее время вяжу маленькие, то я решила поучаствовать. И второй марафон — это марафон «Связать 100 тигров до Нового года». Организаторы Яна с канала Холодусик Ниц и Оля Дибрина. Ну, надеюсь, правильно фамилию называю. В общем, на девочек я оставлю ссылочки в описании. Пройдете, посмотрите, может быть, вы тоже захотите поучаствовать. Марафоны будут длиться еще целый месяц, а вязание тигров даже больше, до 20 декабря. Поэтому как бы вы еще можете вступить и поучаствовать. Конечно же, я 100 тигров вязать не буду, но хочу поучаствовать в этих марафонах и поддержать девочек. Завела вот такой блокнотик. Это вот полностью описывает мое состояние и внешний вид, наверное, тоже. Да. В общем, вот такие вот у меня результаты. Оранжевым цветом я отметила тигров, а остальные игрушки у меня вот такие голубенькие. Да. Вообще, это надо было в конце показать, но, в общем, я сразу начну с конца. В этом месяце у меня связалось 35 игрушек. Вообще, у меня как бы есть вот такой вот блокнотик, где я уже второй год записываю свои все вязания. Вот. Тут немножко ошиблась. Тыкву 2 раза посчитала. Ну вот. В общем, в том году у меня в этом месяце было 23 игрушки, но был еще джемпер. И в этом месяце у меня 35 игрушечек получилось. И сейчас я покажу, какие. Так, ну, начну, наверное, так сказать, с моего декора, да. Ну, это я так сразу добавила. Типа у меня тут такой декорчик. В общем, связаны вот такие вот тыковки. Я показывала их уже. Ну, не их. Вот эту вот тыковку я уже показывала во влоге. Эта тыковка связана по мастер-классу Оли Аск. В общем, ссылочки на все описания, которые я буду показывать, там игрушки, будут под видео в описании. Вот такая вот тыковка. Я ее немножко видоизменила, сделала ей утяжки, чтобы у нее была вот такая вот форма. И вот этот черенок я связала немножко по-другому. И добавила вот такую вот попку. Это одна тыковка. Далее уже я вязала практически по мастер-классу, только, опять же, меняла вот этот черенок. Ну, просто мне хочется, чтобы он был такой побольше. Ну, в общем, я такие тыковки вижу. Мне как бы там маленький хвостик не хочется. Здесь я уже снизу не делала ничего и не делала утяжки. Она вот такая вот, как бы вот такой вот формы. Как бы ее можно примять, передать любую. Вот, расцветочка такая интересная. Это Yarnart Jeans Tropical. Вот, такая интересная. А череночек, кстати, я вязала, это тоже Yarnart Jeans. Только что-то я не помню, какой цвет. Ну да ладно, в общем, подпишу на экране, какой это цвет. Вот, тут. Так, вот такие вот тыковки. И я довязала еще вторую.
Теперь у меня вот таких вот две. Одна совсем немножко больше получилась, но это просто потому, что вязка была такая расслабленная. Вот. Точно так же все оформила, но единственное, вам на камеру передается немножко неправильно цвет. Он не такой яркий. В общем, такая зеленоватая тыква. Да, вот такие вот у меня связались. Далее, наверное, начну с игрушек по моему мастер-классу. Первая игрушечка это вот такой вот зайчик. Это очередная игрушка по моему мастер-классу, где одно тело и разное оформление. Вот. В принципе, здесь рассказывать нечего. Из новенького это здесь хвостик и ушки. Давайте, наверное, я вам прямо в этом видео вставлю вот здесь вот описание ушек. Не буду отдельно снимать видео, как бы здесь абсолютно нечего показывать, так как у меня подробный мастер-класс есть на тело, и из новенького здесь только ушки. Вот, при желании свяжите. Будет у меня видео сборная солянка, наверное, не готовой работы. Вот, в общем, такой зайчик. Далее, уже все видели, все знают. Вот такой вот тигренок. Тоже у меня есть мастер-класс. Довязала ему шарфик вот такой вот зелененький. И мне он очень-очень нравится. Мне, наверное, вот этот цвет даже больше понравился, чем я вязала из такого более светлого. Мне даже вот этот цвет 85-й Yarnard Jeans нравится больше, чем я вязала из Alize Cotton Gold 83-го. Мне кажется, он так покрасивее смотрится. Вот такой вот малыш. Рассказывать нечего. В общем, вторая игрушка. Далее в этом месяце был связан еще вот такой вот олень. Тоже его видели. Многие уже связали. Сейчас как раз такие новогодние игрушки актуальны. Нужно их сейчас вязать, чтобы было наличие к Новому году. Вот такой красавчик. Я ему связала красный шарфик, но, наверное, поменяю на зелененький. Я там уже приготовила ниточки и посмотрела, что зеленый будет покрасивее смотреться. Ну, а так, ну, как будто ему что-то не хватает. Мне, кстати, еще у девочек понравился вариант со снудом красным. Ну, в общем, буду вязать с шарфиками. Это мне попроще, побыстрее. Следующая игрушка был львенок, но я показываю вам не того львенка. Это у меня был первый, который связан. В общем, в этом месяце я вязала львенка, но более светлого, такого желтенького, его купили. Вот. Ну, это я просто вам для примера хочу показать, какой у меня был еще связан в этом месяце. В общем, вот такой малыш. Тоже экспресс-мастер-класс есть на канале. Следующая игрушечка. Это вот такая вот пандочка. Я уже показывала, как ее начинала вязать. Вдохновила меня на нее подписчица. Ну, девочки уже многие повязали игрушки, которых у меня еще нету. Ну, я имею в виду по этой схеме. Даже сегодня я видела жирафа. Вот. Ну, жирафа я не буду вязать. Я не хочу тут в теле, в общем, удлинять шею. А без шеи, мне кажется, ну, все-таки жираф это ассоциация, что длинная шея. Ну, в общем, без шеи мне не хочется. А менять схему тоже не хочу. Ну, в общем, такая я вредная. Но вы можете вязать. Просто вяжите несколько рядов, там хотя бы 5 шеи, а потом голову вяжите. Вот. Ну, сейчас речь о пандочке. Это полностью пандочка связана по мастер-классу Мишки.
Я оставлю вот здесь вам подсказку. Ну и также ссылки будут в описании на мишку. Единственное, я здесь вывязала вот такие вот накладки на глаза. И пришила их. Сначала пришивала мордочку, а потом накладки. Вышло солнышко. Ну да ладно. Вот. И зелененький шарфик. А хвостик сделала черненький. Вот так вот. В общем, вот такая пандочка. Тоже мастер-класс не просите. Просто вяжите по схеме мишки. Здесь все то же самое. Накладочки можно вырезать из фетра или фоамирана. Ну, либо же... не записала я, как их вязать. Но я думаю, не каждому захочется их пришивать. В общем, не буду мудрить и сейчас искать, там, вязать эти схемки. В общем, если буду вязать следующую пандочку, либо, ну, найду время, свяжу эти кружочки и потом где-нибудь вам добавлю эту схему. Но мне кажется, что вряд ли кто-то захочет заморачиваться все это пришивать. Как по мне, так проще затонировать, либо же вырезать из фетра. Вот. В общем, такие вот малыши. Из этой серии это все, что было связано в этом месяце. Так, я, наверное, это сейчас уберу и покажу другие игрушки. Так, теперь хочу показать своих тигряток. Некоторых вы уже видели. Ну, как бы это же отчет за месяц. Вот, поэтому буду всех показывать. Первый тигренок это у меня по мастер-классу Олег Аск. Его я уже показывала во влогах. Вот такой вон жаккардом вывязанный. У него еще был зелененький шарфик, но он ушел другому тигренку, потому что я еще не навязала всем шарфиков. В общем, ссылочка на мастер-класс будет, как обычно, вот там в описании. Вот такой вот малыш, маленькие ушки, тоненькие ножки. Но общий вид мне нравится. Хорошенький. Далее у меня куча тигриков по моим мастер-классам. И что-то мне кажется, что я кого-то потеряла. Нет, не потеряла. Вот он. Первый тигренок был с вот такой вот большой головой. Или с маленькой. В общем, какой-то из них был первый. У одного мне показалась голова слишком маленькая, а у другого слишком большая. И, в общем, в итоге я вышла на среднюю голову. Так, в общем, вот таких два малыша я здесь вышивала точно так же. Ну, не точно так же, а вот примерно как у Оля Аск, да, носик. Но потом присмотрелась и решила, что как-то мне не совсем нравится. Ну, я еще коряво вышила. Вот. Поэтому оставила вот эти вот так. А далее уже модернизировала свой мастер-класс и сделала мордочку вот такую вот. Ну и вот тут нос, конечно, большой. Надо было вот так поменьше вышить. Но уже какой вышила. Здесь уже я хвостик ввязывала. У этих пришивала. Вот. И вы просили мастер-класс. Мастер-класс, конечно же, будет. Это будет следующее видео. Да. Не знаю, в какой день и когда это будет, но это будет. Да. Вот. В общем, такой тигренок. Здесь уже и полоски на голове я вышивала, а у этих нет. Так, далее я посмотрела, что у меня мало оранжевого остается, и решила попробовать связать в одежде тигрят. Сначала мне показали, что они какие-то, ну, какие-то мишки у меня получаются. Ну, просто тут ушки по-разному делаю, то выше, то ниже. Тут, ну, в общем, пробовала разные варианты. Ну, вот
наконец-то я пришла к общему мнению, как это должно выглядеть. И, в общем, вот такой вот у меня мальчик связан, даже два, вот в разных цветах. И, кстати, немного расходуется оранжевого цвета, но для меня это плюс, потому что не могу сейчас найти оранжевый цвет. Нигде в интернет-магазинах нету, ни светлее, ни темнее, вот, поэтому как бы для меня сейчас вот такой вот выход. Здесь я еще буду вязать шарфики, пока они у меня без шарфиков. И вышила им вот здесь вот такую челочку, потому что без челочки они мне напоминали мишек. Да. Так, и вот еще у меня вот такая вот парочка. Здесь немножко ушки у меня неправильно. Но я уже определилась, ушки у меня будут вот такие вот маленькие. И дальше буду расстояние делать, чтобы вышить вот здесь вот такую как бы челочку. Мне так, ну, больше нравится. Больше игрушка похожа на тигренка. На ножках здесь вышила палочки. Полосочки. В общем, тут вышила, но а тут как бы и негде вышивать, так как он в одежде. Но я думаю, хвост все-таки напоминает, что это тигр. Вот. В общем, ждите, скоро мастер-класс по ним будет. Маленькие вяжутся быстро. При желании меняйте цвета, получается в одежде. А без одежды вот такой вот получается. Я думаю, тоже симпатичный. Так, в общем, с вот этим вот тигренком у меня получается, что в марафоне 100 тигров до Нового года у меня связано всего 9 тигров. Да, немного, но все равно. На вид очень даже хорошо смотрится. При учете, что я не особо много вязала в этом месяце. Ну да, это я считаю, что немного вязала, так как вот эти вот игрушки маленькие, они быстро вяжутся. В общем, как-то так. И сейчас еще покажу. По этой же схемке тигренка я связала вот такого медвежонка. Все абсолютно одно и то же. Просто вот выбрала другой цвет. И получился мишка. Ну, не мишка, ну да, мишка. Только девочка. Вот. Такая она маленькая, миленькая получилась. Поэтому, как бы, когда я выпущу мастер-класс, я, наверное, подпишу, либо там покажу, что не обязательно по этой схеме вязать тигриков, можно вязать и мишуток. Вот. Вот такая вот красота. Хвостик я здесь никакой не делала. Ну, в общем, не хочу, чтобы там что-то торчало. Поэтому так. Сверху тут тоже как бы, ну, на платье не хочется пришивать. Ну и снизу там будет как будто... Ну, в общем, вы поняли. Вот. Поэтому вот такая вот малышка. И одна заготовочка у меня уже есть на тигрика, но не законченная. Так, и последнее, что хочу показать, это котиков. Правда, котики у меня осталось только 5 штучек. Это те, которые для магазинов, которые я до сих пор не съездила. Вот. Но я вам вставлю кусочек видео, покажу, что у меня их было 13 штучек. Но 8 уже уехала. И также в этом месяце я сделала 5 пончиков. Я не помню, в этом месяце либо в прошлом я вязала заготовочки для пончиков, вот эти вот штучки. И вот доформила, набила, вышила. Вот. Повесила уже карабинчики. И вот такие вот пончики у меня готовы. Кстати, мастер-класс на пончики у меня есть в Инстаграм. В общем, там фотографии. В шапке есть актуальные сторис, и там бесплатные мастер-классы у меня добавлены. И вот там первый у меня пончик есть.
Там просто схема написана и фотографии. Ну, это если вдруг кого-то заинтересует. Вот. Вроде бы и все. Котиков, я думаю, не стоит показывать. Вы их уже видели. Это по мастер-классу с канала Мир вязаных игрушек. И в этом месяце я их уже несколько раз показывала. Да, вот такие малыши. Ну что, получается, это и все, что было связано в этом месяце. То есть у меня получается всего 35 игрушек, 9 тигров, а остальные просто малыши, либо вот тыковки, котики и все остальные. На этом все. Больше показать, рассказать нечего. Буду дальше участвовать в этом марафоне. Надеюсь, что получится связать в следующем месяце побольше игрушек. Ну, а там уже как получится. Спасибо вам огромное за просмотр и всем пока.